трейдинге есть стратегии, о которых знают немногие, но те, кто владеет этими знаниями, получают наибольшее преимущество. Сегодня мы поговорим о флип-входе, секретном оружии в Smart Money. Именно этот метод входа в сделку может полностью изменить вашу торговлю и открыть двери к действительно большим заработкам. В этом видео мы рассмотрим не только флип-вход, но и все его разновидности. Также я поделюсь способом, который позволит увеличить вашу прибыль, используя данный сетап в разы. Ну и начнем со стандартной схематической разметки. Первоначально, когда цена приходит в зону старшего таймфрейма, например, на 15-минутном таймфрейме, мы приходим в ордер-блок, либо пробиваем ордер-блок. Все зависит от вашей предвзятости и понимания разочарования. Если вы допускаете, что мы собираем ликвидность, мы приходим, пробиваем данную зону, либо приходим, оказываемся просто в ордер-блоке, наша задача найти лонговую позицию. Для этого нам нужно обязательно отметить в нисходящем движении наш IDM. IDM будет у нас являться первый правильный откат, соответственно, пробой данного уровня будет говорить о потенциальном начале восходящего движения. При этом, повторюсь, обязательно необходимо иметь лонговую предвзятость для входа в данную позицию. После того, как мы снимаем IDM, нас должны интересовать следующие два блока. Первый — это SMT-блок, который находился перед IDM. Очень часто это будет либо очень красивый ордер-блок с хорошим, красивым балансом, либо это будет какая-то тень, хорошая, красивая тень, то есть формация, что-то вроде поглощения. В этот блок приходит цена и делает небольшой откат. После того, как она сделала небольшой откат, она импульсно возвращается и пробивает наш IDM. Обычно после того, как цена возвращается импульсно, она оставляет еще один ордер-блок. Именно эти зоны нас будут очень сильно интересовать для того, чтобы воспользоваться флип-входом. Здесь у нас SMT-блок, нижний блок — это стандартный обычный ордер-блок. Дальше мы с вами должны увидеть возврат к этому блоку, что позволит нам открыть лонговую позицию. Стоп по позиции выставляется за лой ордер-блока, это агрессивная позиция, либо за лой текущего движения. Это консервативная позиция. Тейк выставляется на уровне 15-минутного таймфрейма на ликвидность, либо перед какой-нибудь зоной интереса, которая определяется вашими целями. При этом в данной точке входа очень часто бывает так, что мы не достаем до самого ордер-блока, поэтому разрешается в данной концепции использование имбаланса, и когда цена возвращается к имбалансу, ходить непосредственно либо от 50% имбаланса, либо перед имбалансом. Но проблема этого входа в том, что мы увеличиваем свои позиции, соответственно, уменьшая свою прибыль. Если мы увеличиваем стоп, то, конечно, в данном случае лучше всего пользоваться агрессивным стопом, либо как некоторые пользуются еще более агрессивным, ставя его за имбаланс. В данном случае данный вид входа вам очень будет полезен, если вы уверены в начале разворота и пытаетесь определить начало восходящего движения, что позволит взять вам огромное соотношение риска с прибылью. Следующий формат флип-входа будет у нас более консервативным. Почему? Потому что здесь будет отработка нескольких снятий IDM, нескольких манипуляций, которые позволят нам минимизировать свои затраты из того, что цена будет пробивать наше движение вниз. Возвращаемся. Старший таймфрейм, мы предвзяты лонгово, мы допускаем снятие ликвидности либо вход в зону интереса, в зависимости от контекста старшего таймфрейма. Мы получаем снятие IDM. После снятия IDM нас интересует SMT-блок, который был образован перед IDM. Дальше нас интересует реакция на этот SMT-блок и оставленный непосредственно ордер-блок. Но здесь в чем у нас отличие от предыдущего движения? Здесь мы дожидаемся снятия еще одного IDM. И именно снятие вот этого IDM позволяет нам получить более качественное подтверждение того, что мы уже будем продолжать восходящее движение. То есть локально мы получили манипуляцию выше. Напомню, предвзятость лонговая. Мы допускаем, что разворот на графике уже произошел, все паттерны на старшем таймфрейме сложились, и мы продолжаем восходящее движение. По этой причине локальное снятие IDM будет дополнительным фактором на то, что мы продолжаем восходящее движение. После того, как мы снимаем IDM, здесь точно также у нас может быть два формата входа. Первый от имбаланса, второй от ордер-блока. На самом деле, поскольку это движение уже идет в тренде, очень часто мы будем отрабатывать именно больше от имбаланса. Это нужно учитывать. Соответственно, если мы получили дополнительный фактор, агрессивный стоп непосредственно под локальный лой ордер-блока будет являться не то чтобы консервативным,
да, но он будет иметь более правильный вариант. Также имеется возможность поставить стоп за локальный лой, либо поставить за IDM, чего, как бы слишком агрессивно, но при этом принесет вам огромное количество РР. Я остановлюсь на более усредненном варианте, который имеет довольно неплохой РР, но при этом мы понимаем, что мы можем дойти и до ордер-блока вообще без проблем. Соответственно, тейк мы ставим на старшем таймфрейме, непосредственно перед зоной интереса, либо за образованную ликвидность. Повторюсь, все зависит от вашего старшего таймфрейма и предвзятости, что мы будем делать непосредственно с этим входом. Если вы устали от убыточных сделок и упущенных возможностей, то приглашаю вас в наш телеграм-канал. Там вы найдете ежедневную экспертную аналитику, причем совершенно бесплатно. Практические квизы для оттачивания вашего мастерства и разборы реальных торговых ситуаций. Обязательно переходите. Ссылка в описании. Также очень часто у нас происходит еще один формат сделки, который очень многих пугает и снимает вот здесь вот агрессивные стопы. Это манипуляция, которая обновляет непосредственно данный лой. Что здесь делать? Каким образом здесь входить? На самом деле вот этот вот первый вход, в моем понимании, он имеет наименьшую отработку и по факту он не имеет огромного количества подтверждений, хотя на самом деле считается самым популярным. Проблема данного входа в том, что мы очень часто, мы же все жадные, мы очень часто ставим стоп за локальный лой. И после того, как получили стоп, мы уже быстренько переворачиваемся, из-за чего вступаем в тильт, и у нас получается огромное количество убытков. Что же делать в данном случае? В данном случае, если цена обновляет лой, то на самом деле мы получаем предыдущий сценарий. По сути, вы забираете IDM, Иногда у нас появляется вот здесь вот ордер-блок, мы можем сразу же после этого перелоя входить в позицию лимитным ордером, например, на этот ордер-блок, стоп за лой и тейк поставить на 15-минутном таймфрейме. Это будет, конечно, очень красивый вход. Если вы еще успеете это сделать быстро, вопросов нет. Но в данном случае мы можем еще с вами поговорить о том, что периодически мы здесь не успеваем. И хотелось бы все равно войти в эту позицию, ей воспользоваться и увеличить твой риск-прибыль. То нам здесь поможет. Мы, когда с вами сделаем уже локальный босс по внутренней структуре, мы очень часто будем видеть откат. Да, в данном случае после вот этого движения есть большая вероятность увидеть имбаланс. И поскольку мы видим имбаланс, при возврате к этому имбалансу можно рассмотреть открытие лимитным ордером либо от начала, либо от 50% имбаланса свою позицию на продолжение восходящего движения. Стоп ставится либо за имбаланс, либо за локальный лой график. Но при этом данный вариант движения он является максимально консервативным, который говорит о том, что с большей вероятностью мы точно улетим в небо. Потому что вы получаете уже 3 подряд подтверждения. Первое подтверждение — вы сняли IDM. Второе — вы сняли еще один IDM, ликвидность. Третье — вы еще пробились. По сути, по Smart Money это уже 100% лонговый тренд. Если здесь лонговый тренд, вы имеете возможность здесь, периодически даже входить более агрессивно и получать чуть лучше прибыль. Ну а если вы хотите начать свой торговый день с преимуществом на рынке перед другими трейдерами, вам обязательно нужно попасть в наш закрытый канал с чужими стопами. Туда нельзя попасть за деньги, туда можно попасть только за вашу активность на канале. Какую активность нужно проявить? Обязательно оставить тематический комментарий к видео и отправить данное видео минимум 2 друзьям. Победителя буду выбирать через генератор случайных чисел на утренних разборах. А мы идем дальше. Также есть еще один секрет улучшения отработки данного сетапа. Для того, чтобы нам получить чуть лучше отработку данного сетапа, мы с вами можем воспользоваться непосредственно входом через стоп-приказ. Что такое стоп-приказ? Это вход, когда цена уже начинает свое восходящее движение, показывает что-то в формате поглощения. Да, то есть у нас шли движения вниз, и сейчас появилась какая-то зеленая свеча, которая пробила хай предыдущий. Соответственно, это с большей степенью исключает тот вариант работы, когда вы выставляете лимитку, и когда каждая свечка идет вниз и прошивает ваш стоп, даже не останавливая. В данном случае вы даете сами себе возможность войти в продолжение данного движения и при этом поставить стоп в понятное вам место. Например, если мы видим с вами окончание нисходящего движения, цена дошла до ордер-блока, либо дошла до имбаланса и получаем поглощение предыдущей свечи с обновлением ее хая, в укрупненном варианте это будет следующая формация. То есть у нас были несколько нисходящих свечей,
После чего у нас идет свеча поглощения, которая обновляет хай предыдущей свечи. Если цена обновляет хай данной свечи, это и будет как раз являться фактором для того, чтобы открыть свою лонговую позицию. Графически это будет выглядеть вот так. Если мы посмотрим это на графике, на самом графике, то мы откроемся, например, вот на этом уровне, куда ставить стоп. В данном случае стоп нужно ставить либо за текущую свечу, да, то есть вот сюда, либо мы поставим стоп за локальный лой. Ну, также есть максимально консервативный сценарий, если мы поставим свой стоп вот сюда. Что же касается третьей вариации, как раз именно здесь вот этот вот метод входа нас очень сильно выручит. Если вот так вот мы летим, и все, цена никак не хочет развернуться, мы все еще не входим, мы дожидаемся, когда цена начнет делать поглощение, и именно на поглощении стоп-приказом мы входим в позицию, что позволит нам очень часто получить очень приятную точку входа, которая будет намного по риску прибыли выгоднее, чем все остальные. Такая же история у нас происходит и здесь. Если цена приходит в нашу зону, то мы с вами понимаем, что самое худшее, что с нами может случиться, это войти вот здесь и затянуть стоп ниже. По факту мы высидим всю эту сделку, получим в итоге, ну, например, там, давайте красиво 1 к 3, и, ну, как бы такое себе. Рисковали-то все равно. Соответственно, в данном случае, если мы с вами воспользуемся стоп-приказом, мы сможем рассмотреть возможность отработки нашего сценария вот таким образом. Когда цена доходит до нашей зоны интереса, мы видим после этого реакцию на данную зону интереса свечой с поглощением, мы можем открыть позицию, стоп выставить за локальный имбаланс, либо за локальный ордер-блок, либо, конечно же, очень консервативно. Но понимаем, что с этим консервативным ходом это будет немножко далеко. При этом в данном случае мы можем комбинировать наши входы, потому что мы понимаем, что, открыв позицию здесь, продолжение восходящего движения точно так же можно получить еще сделки. Чего делать я вам не очень сильно рекомендую, однако, поскольку я понимаю, что все равно вы это делать будете, моя задача вас предупредить, что в данном контексте нужно стараться, если вы входите в следующую позицию, обязательно предыдущую перевести в безубыток. Для чего это делается? Для того, чтобы если вы здесь получили стоп, здесь у вас больше убытков не было. Чтобы на одну сделку у вас уже был всего лишь один риск. Потому что все движение с продолжением непосредственно в лонги у вас является одним сценарием, значит, одной и той же сделкой. Как эта вся история выглядит в нисходящем тренде? На самом деле точно такая же штука. Мы поднимаемся в небо, мы делаем снятие какой-то ликвидности, либо приходим в ордер-блок старшего таймфрейма. Все наши параметры старшего таймфрейма говорят, что мы сейчас собираемся разворачиваться. По этой причине мы определяем с вами, где у нас находится ближайшая ликвидность. Это наш IDM. В нем ищем SMT-блок. Обращаем внимание на реакцию к этому SMT-блоку и для себя определяем вот этот вот замечательный блок. И реакция к этому блоку, она и будет для нас потенциальной точкой через флип-ход, после чего мы входим в позицию. Что же касается третьего варианта, когда у нас цена пробивает наш блок, мы видим начало нисходящего движения. Локально мы можем либо взять позицию здесь, либо присоединиться к движению, либо стоп-приказом войти в шорт. И второй вариант у нас работы флип-хода в восходящем движении, когда цена дает больше подтверждений, больше возможностей продолжить нисходящее движение, когда мы пробиваем наш IDM, возвращаемся непосредственно к нашему ордер-блоку, но не просто возвращаемся к нашему ордер-блоку, а пробивая по дороге еще один IDM. После этого входим в позицию от имбаланса, если есть необходимость от ордер-блока, и счастливые довольные летим к нашему тейку. Ну а теперь давайте разберем данные примеры на графике. У нас есть с вами нисходящее движение, после которого мы приостановились. Соответственно, цена делает манипуляцию на Лондоне, которую я назову надеждой. Исходя из того, что мы допускаем флэт, мы должны с вами рассмотреть локальную манипуляцию, причем видим работу с ликвидностью на старшем таймфрейме. Я вижу здесь скрытый ордер-блок, соответственно, пробой данного скрытого ордер-блока, причем еще и свип-пересвип, говорят мне о потенциальном начале разворота. В дополнение к этому всему сценарию у меня есть вот это резкое снижение, которое символизирует о том, что, скорее всего, это движение является надеждой. Какая моя задача? Моя задача после второй манипуляции перейти на младший таймфрейм и посмотреть, какой формат сделок я могу здесь получить. Если мы перейдем на младший таймфрейм,
Моя задача отметить непосредственно IDM. Мы находим IDM, это у нас IDM на одноминутном таймфрейме. И перед IDM обязательно выделить SMT-блок. SMT-блок будет вот эта вот замечательная черная свеча. После чего мы видим с вами реакцию на данный блок и получаем еще один ордер-блок. Соответственно, вот эта наша зеленая свеча будет являться ордер-блоком, который получил реакцию. После чего цена делает движение вверх, и мы видим с вами реакцию на наш баланс. Движение вверх, движение вниз, и мы счастливы и довольны получаем первоначальную точку входа. Вход в позицию у нас идет от начала баланса, стоп мы ставим за лой. Тейк мы ставим на локальную ликвидность 15-минутного таймфрейма. С точки зрения 15-минутки у нас получается 1 к 3, но поскольку вход максимально агрессивный, максимально консервативный, мы в данном случае не будем видеть каких-то заоблачных цифр. Но если я поставлю свой стоп непосредственно ближе к ордер-блоку, здесь уже 1 к 6, что является довольно неплохо. Смотрим, что происходит дальше. Дальше цена немного колеблется и забирает нас по тейку. По факту здесь 1 к 6. Теперь давайте посмотрим еще одну ситуацию. У нас с вами есть восходящее движение. У нас получилась довольно неплохая надежда. Тренд восходящий. Предпочитаем рассматривать лонговые позиции, после чего видим на Лондоне и Франкфурте резкое нисходящее движение, которое снимает ликвидность непосредственно с нашего SMT-блока. По факту сам блок находится немножко выше, но мы снимаем ликвидность со всего вот этого движения, который является блоком по ICT. Довольно неплохой для нас сценарий, для того, чтобы мы рассмотрели после разочарования попытку войти в позицию. По этой причине, после того, как у нас закрывается вот эта черная свеча, мы переходим на младший таймфрейм и начинаем смотреть, что у нас здесь есть. Первоначально нам нужно обязательно выделить наш IDM. Дальше мы должны выделить SMT-блок и посмотреть на реакцию к данному блоку. Мы видим, что цена приходит в ордер-блок и получает откат. В этом откате мы должны найти еще один ордер-блок и посмотреть на его реакцию. Исходя из предыдущего примера, мы можем здесь тоже найти имбаланс, дождаться возврата к этому имбалансу, выставить, например, вот такого вот формата позицию. То есть вот у меня есть имбаланс, есть у меня ордер-блок, и посмотрим, что происходит дальше. А дальше мы видим, что цена очень сильно падает вниз и улетает практически нас отстопив, кстати, улетает вверх. Да, вроде бы улетает, но, если я посмотрю с точки зрения 15 минуток, давайте, кстати, определим, куда бы мы поставили тейк. На самом деле, конечно, тейк можно поставить очень высоко, но не будем жадничать, и мы с вами определим, 50% имбаланса, например, 50% имбаланса. И поставим вот сюда вот тейк. Как раз это локальный хай, локальная ликвидность. По сути, очень маленький тейк, 1 к 2,5. Как его можно улучшить? И если вспомните, у нас есть один вариант исходов, и это является наш правильный откат. То есть, если вы видите, что цена снимает IDM, мы понимаем, что мы собираемся в данной зоне открывать свою позицию, видим огромные черные свечи. Неужели на такой огромной черной свече у вас поднимется рука входить в позицию? Скорее всего, нет. Соответственно, ваша задача после того, как вы видите огромные черные свечи, попробовать войти в позицию непосредственно стоп-приказом. Для этого вы ждете, когда у вас появляется первая зеленая свеча, которая собирается делать поглощение. Для этого вы берете каждую свечу и выставляете стоп-ордер за хай данной свечи. Более подробно про то, как входить стоп-приказом, есть видео, которое прикреплено в описании. Обязательно посмотрите. Дальше мы переносим свой стоп-приказ вот в эту свечу. Мы до сих пор не в позиции, хотя по факту тот, кто вошел вот здесь, он уже в убытке. Да, у него уже хороший почти стоп. Дальше у нас цена идет ниже. И после этого вот на этой замечательной черной свече, когда у нас появляется следующая зеленая свеча, у вас позиция будет выглядеть вот так. Если вы, конечно, хотите, вы можете свой стоп тянуть до лоя, и следующая зеленая свеча вас откроет прибыль. Если мы поставим свой тейк на предыдущий хай, мы увидим с вами тейк 1 к 5. Прибыль очевидна. Думаю, что полезность данного хода для вас более очевидна. И по итогу, что делает график? График двигается и дает нам take profit. Буквально 1,5 часа, и
цена доходит до нашего уровня. При этом мы видим, что в продолжение движения цена точно так же снимала IDM и давала возможность войти в продолжение тренда. Теперь вы точно знаете, как использовать флип-ход и мыслить как настоящий smart money трейдер. Не бойтесь применять эти знания на практике. Пусть ваш путь к финансовой свободе начнется прямо сейчас. А на этом у меня все. Спасибо. Пока.